Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, еще одна бавовна, о которой мы раньше с вами вообще не говорили, но она была. Все мы помним вот этот вот налет 7 мая текущего года, то есть это было там 3 дня назад, на Московскую область, Тульскую область, там вот Орловская и так далее, то, что вокруг Москвы. И эту панику помним всю, которая там была, но опять-таки, я повторяю, я уже говорил в одном из роликов, это целью этого налета было не создание помех гражданской авиации. Может быть, и это тоже, но это далеко не основная задача. Значит, смотрите, наши поразили военное предприятие. Просто мы сразу не можем вам рассказать, что и как было, просто потому что не все сведения становятся известны сразу. Да, так вот, я уже говорил, что там было поражено предприятие «Базальт», например. Это в Московской области. Но это не все. Это не все. И было более важное предприятие, которое было повреждено и поражено. Кстати, уже не в первый раз. И это Щегловский вал. Кстати, по этому Щегловскому валу прилетали уже наши дроны году, наверное, в 23-м, ребята. Да, я так помню, что прилетало туда. Вот, и его там реконструировали потом, строили новое помещение. И вот они в марте текущего года на этом Щегловском валу сдали новое здание, но новый основной цех, где они собирают свою продукцию. Как он выглядит, вы можете внизу в описании данному ролику увидеть, там как раз прокламация такая рекламного плана с той продукцией, которая находится в этом цеху. Да, так вот, еще раз говорю, это вообще новье, оно построено только в марте. И что оно выпускает? Самое главное их это комплексы ПВО. Панцирь-С и Панцирь-С1. Кроме панцирей, то есть, ну, панцирь, как вам сказать, панцирь не самый лучший в мире комплекс ПВО, скажем так. Но это, пожалуй, ну, наверное, лучшее из того, что есть на сегодняшний день у рашистов в этом классе. Да? Вот, для ближнего боя, ну, вот он неплох из того, что у них есть. И очень дорогой, то есть один панцирь стоит, по-моему, $20 где-то так и выше. Вот. И, собственно говоря, это один из основных панцирей, и буки это основное, что у них есть на фронте. Когда-то еще были оса, стрела, но их сейчас уже сильно повыбили. Вот, соответственно, остались эти. Тем паче, что их еще производит. Оса и стрела уже, это советские комплексы, они уже, насколько я знаю, не выпускаются. Вот, соответственно, панцири являются основными, и их именно на Щегловском валу на этом их и производят. Вот, собственно говоря. Кроме этого, они производят боевые модули, которые можно ставить на различные БМП или БТР, в том числе Бахча-У или же Бережок. Это еще не все. Они производят противотанковые ракетные комплексы типа Кронет. Довольно эффективные, довольно неплохие. Вот, ПТРК всегда, скажем так, опасная штука, и с этим надо бороться. З цим треба щось робити. Да? Вот, то есть довольно большой комплекс российско-фашистской этой оборонки, который нуждался в утилизации, в срочной утилизации, тем паче, что его уже вот запустили 2 месяца как в ход. И туда прилетели дроны, и вот этот новый цех, он и был уничтожен. Это замечательно. Еще раз говорю, посмотрите, что это за цех, что там стоит за продукция. Один только вопрос. На тот момент, когда это все прилетело туда, интересно, что там внутри находилось, потому что там уничтожен цех, уничтожено оборудование, это все замечательно и прекрасно. Самый главный вопрос, что находится внутри цеха. Ну, как говорится, мы еще немножечко поживем, узнаем больше, и я вам обязательно об этом всем расскажу. А пока что, видите, вот и 7 мая был очень продуктивный день, просто замечательный день. И уничтожены оказались не только те предприятия российского ВПК, о которых я вам рассказывал раньше.